Приветствую вас, земляне. Кто еще не знает, меня зовут Петрович, и я помогаю Викторовичу комментировать видео. Мы немного затянули с трициклом. Так случилось, что Викторовичу нужно было срочно сделать мини-установку для уборки кукурузы, поэтому 2 недели пошло не туда. Но вот что получилось. Ну что, погнали дальше. Вот на таком этапе мы остановились. Всем благодарочка за советы и предложения в комментариях, сейчас будем исправлять и добавлять. Немного доработаем передний бампер. Вот такую ретро-противотуманочку нашел Викторович, к сожалению только одну, ну и черт с ним, будет одна. Наконец-то мы нашли крышку зажигания, спасибо Артемычу. Вы наверное подумаете, что мы ее подкрасили в цвет трицикла, а вот и нет, не угадали, это мы трицикл подкрасили под цвет крышки. Шутка конечно, не поверите, все совпадение. С автомобильных патрубков сделали вот такие воздуховоды для карбюраторов. Сегодня Бог послал 2 поворотника от ГАЗ-51, нужны будут еще 2 назад, но если Бог не пошлет, то ничего не поделаешь, придется потом дяде Вове соседу искать 2 поворотника на свой газончик. Такими вот цепями закрепим топливный бачок. Подписчики посоветовали на пороге сделать рамки. До сих пор мы не могли определиться со стеклом. Сначала большинство писало, что круглое стекло будет смотреться лучше, в прошлой серии уже большинство писало, чтобы вернули назад квадратное стекло. Мы не сможем угодить всем, нужно сделать выбор. Вообще-то мы планируем раздвижную крышу, поэтому квадратное стекло было бы лучше. Так как мы делаем древний ретро-трицикл, то слово «подходит» здесь на втором плане, должно все выглядеть как первобытное. Глядя на фотографии очень старых трициклов, поначалу тянет вообще смеяться. Теперь мы хотим такую же дверьку. Викторович долго думал, пока ему на глаза не попались форточки от ВАЗ-2101. И он сказал: «Все, решено, будет самолет». Рамку сделаем немного элегантней, узких П-образных профилей, к сожалению, не нашлось, поэтому сделали их с профильных труб. Стойки рамки сделаем из таких вот прутков. Панель приборов пришлось чуть укоротить. Отрезали подходящее по размерам стекло. И подобрали резиновые вставки.
Ребята, пора делать долгожданный ретроклаксон. Для этого нам будут нужны вот такие детали. К сожалению, сигналить сможем только среда, четверг, пятница, так как клизмочку тетя Таня сможет приносить только когда она не на смене, и у нее нет процедур. Так как уже есть стекло, то тогда уже нужны и дворники. Викторович пошел на поиски подходящего моторчика, но вдруг ему попалась вот такая штуковина. Так как по размерам она большая, Викторович сконструировал аналогичную. Если с ветерком, то можно так, благодаря форточкам боковой дождь не будет попадать на приборы. Включатель зажигания переносим в другое место, ближе к заводной ножке. Небольшая магия с ободками фар. Все-таки Викторович принес еще 2 поворотника. Скорее всего, дядя Вова будет очень расстроен. Сделали им вот такие крепления. Родные квадратные повороты с крыла убираем, как-то они не в тему. Так как трицикл шире мотоцикла, то одного заднего фонаря мало, нужно добавить еще фонарей. Вот Викторович раздобыл такие фонарики от ЗИЛ Газмаз, и для них уже приготовлено место. Коротили немного заднее крыло. Вот такой ретро-магнитофончик на кассетах нашел Викторович. Ну и пока вот такие колоночки. Вставляем родную кнопочку и одеваем плетеный ретро-чехольчик. Ребята, ну и напоследок помогите Викторовичу определиться, как на ваш взгляд, нужна ли решетка, если да, то какую поставить, вот есть на примете вот такая. Мы ждем ваши предложения и замечания в комментариях, нам очень важно ваше мнение, ведь это наше общее дело, бригада. Ну а для тех, кто лишь присоединился и в непонятке, если видео зачетное, то с вас лайчик, подписочка и хотя бы малюсенький комментарчик. До скорой встречи, пока-пока.